Всем привет, я Александр Завьялов, Завулон. Это у нас игра Alan Wake. Запись 3. Продолжаем проходить. Продолжить. Прикола про Steam Cloud не понял. Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Охран, пошел там. is a nice girl. Always pays her rent on. Дружок, ты куда? As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends. Ну тут понятно, ты все знаешь. Get this. Most of this Как в моем баре. takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. Постоим, поговорим. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer. But I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. А ты что добавишь, дед? Деду нечего добавить, да? Ну, пойдем за дедом. I'll take you to Rose's trailer. Блин, в этой игре ходить, похоже... Видите? А я разве не выключал? Что за хрень? Дружище, ты почему? Пу-пу-пу-пу. Странно. Во-первых, траву на максимум. А во-вторых, что-то я не понял. Мне казалось, что вот этот эффект поворота камеры я отключал. Но, видимо, не про это игра. Игра не про отключение, знаете ли, поворотов такая типа. У меня есть чем заняться. Ты что так базаришь? Есть чем заняться. Что там, дохлую крысу доедать? А можно вообще тут как бы это самое? А там делать нечего. Пойдем. Там просто... Так, сейчас, секунду. Там просто нечего делать. Так. Фони кекс. Вот она земля. Вот никакого мыла. Блин, ладно. Черт, увидел. Но все равно. Нарисовано офигенчик. Вот эффект бы еще быстрого поворота отключить нахрен. Просто какой фанат, я не понимаю. Какой момент фанат какой игры сказал: о, это надо добавлять везде. Охрененный эффект, охрененная фишечка. Дошел бы потихоньку вперед, мы бы догнали, ё-мо. Чё ты старый? Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Ну да, повезло. Повезло. Хорошо, говорит, никому на трейлер не упало. Да. Хорошо, никому не упало на голову, то что на трейлер не упало, вообще насрать. Далеко гребсти до воды, конечно. Че, кетчуп? Или чоколядный сироп? Наверное, чоколядный сироп. Хрен ли тут кетчупу делать, а с другой стороны, хрен ли тут чоколадному сиропу делать. А куда ты вообще, дед, нас ведешь?
А, пардоньте, там же яхта упала, да. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Какая баночка лимонада. Now, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Я, Барри, все понимаю. Я только не понимаю, нахрена ты пошел березовые листья жрать. В чем прикол, Барри? Пойду, говорит, это самое. Листочков погрызу. Ты давай уж сразу тогда это самое. Вгрызайся в бол. Забывай березовый сок. Короче, Барри сосат. Темп повествования немного сбивает, мне кажется, конечно. А вороны-то улетят? Да, улетят. То мы бегаем по ночам, типа тени разгоняем, то мы тут в городки трейлеров ходим. Чума вообще. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Все узнал, что хотел. А нахрен я за ним шел? Типа, без него я не мог дойти до трейлера? А, нет, не мог, он же там изгородь открыл. Да. Точно. О, вот прикол. Нормально. Welcome to... Oh, Кто там у dear. нас? Mr. Wake, I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Роуз, а чё в темноте ты сидишь? Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Oh, what's... Oh... Barry! What? What have you done? Опоила, а потом надругалась. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Да, я бы обкакался. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster,
My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Такс. Что такое? Оказалось. А чё так мало фотографий Алана Вейка для фанатки? По идее, тут все должно быть в его фотках, а не только вот эти вот какие-то 6 позорненьких. Она, мне кажется, ни хрена она не его фанатка, она так пошутила немножко. И там написано believe change. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Барри вообще удобно спит. Так. А чё добавила тут? О! Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Come back soon. Да ну нахрен. Вашего кофе, потом голова болит. Да, Барри. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Угу, Барри срубила. I deserve more money. Чё-чё? So handsome. Ну да, понимаю. Бедолага. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. А, блин, записки. Точняк. Рукопись. Эпизод 2. Одну страницу я так и не нашел, да? А, она на кошмарном уровне сложности. Все, понял. Внезапная остановка. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Правду говорят, убивает не падение, а внезапная остановка в конце. Я лежал здесь в снегу, а в голове у меня раз за разом повторялась жуткая вереница сцен, которые привели меня сюда. Повтор моего личного кино с реальным убийством. Память моего трупа. Алан Уэйк. Почти что Джон Уэйн. Опять я играю словами. Роковая женщина исчезла, остался только кислый привкус поцелуя, который убил меня. Опа. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slush dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home.
Это вообще, по-моему, история про Макс Пейна. Это было запоздалое прощание. Через 13 лет после того, как я отомстил, оно наконец-то настигло меня. Боль пришлось терпеть долго. Моя кровь покрасила снег. Этакий зловещий коктейль с замороженным соком. Растворила все разбросанное болеутоляющее и лениво капала в сточную трубу, смешиваясь с желчью города, становясь с ней одним целым. Теперь я вижу их, моих жену и сына. Милая, я дома. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Хотя она и носила человеческое обличие, но назвать темную сущность разумной значило применить человеческое понятие к тому, что было совершенно чуждо всему человеческому. Тем не менее, она нашла единственное достаточно темное место во всей закусочной. Свет, льющийся в коридор, страшно мучил ее, но она терпела. Писатель скоро исправит положение. Он направлялся в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall and the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Похититель выстрелил в последний раз, и тень растаяла во тьме, из которой явилась. Вот видишь, Уэйк, ничего особенного. Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека, была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке Лаверс Пикс. За спиной у нас были гора и водопад. В высоте над головой мерцали красным огоньки радиомачты. Меня так и подмывало нанести удар, но я заставил себя заговорить. Давай перейдем к делу. Где моя жена? In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. Блин, стоп, я же это прочитал, какого хрена? In spite of its human mask, to describe the Слышу, что фигня какая-то. kidnapper fired his gun one last time. Второму разу не начал читать. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Элис смотрела в объектив, выравнивая кадр. Озеро Колдрон было невероятно красивым. Вдруг она заметила в тени за домом какую-то фигуру. Кажется, это была женщина, стройная, в черном платье. Элис опустила камеру и посмотрела в ту сторону. Никого. Только кусты по форме отдаленно напоминавшие человека. Элис покачала головой и рассмеялась. Хрена себе, нашла тему для смеха. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Барри никогда не ладил с Элис, но узнал, что Алан любит ее до безумия. А теперь с Элис что-то случилось. И вот Ал вооружился пушкой и говорит вещи, за которые людей сажают в палаты, обитые войлоком. Как будто у друга случился сильный психоз, напрочь отгородивший его от реальности. Барри был до смерти напуган. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page.
Внутри базы стояла жуткая вонь, будто давно сгнивший утопленник выбрался из могилы. Расти харкал кровью, и я с трудом мог отвести взгляд от его сломанной, неестественно вывернутой ноги. Что за тварь это сделала? Макс поскуливал у себя в клетке. У Расти лихорадочно горели глаза. Взгляд его был полон ужаса. Он прохрипел: «Мистер Уэйк, все случилось точь-в-точь, как было написано на той странице». Прям точь-в-точь. Стоп. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Туристический центр был крепким зданием, но удар полностью разворотил фасад. Расти пролетел через весь вестибюль, словно тряпичная кукла, и сильно ударился о дальнюю стену. Боли не было, пока он не попробовал пошевелиться и не увидел, что нога его неестественно согнута. Сломанное ребро кололо изнутри. При мысли о смерти в одиночестве Расти завыл от боли и страха. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. В последнюю секунду я изменил направление и бросился вниз. Топор расколол древесный ствол. Я рухнул в озеро яркого света. Легкие горели, не было сил двигаться. Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его так и не последовало. Я поднял голову. Темнота оставалась неподвижной. Какое-то время, залитый холодным светом, я был в безопасности. Бля, тут все это читать. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Перед тем, как сознание покинуло Расти, он подумал о Роуз. Он был старше девушки, той едва исполнилось 20, но рядом с ней он чувствовал себя молодым, забывал, какой катастрофой обернулся его давно разрушенный брак. Расти до сих пор носил обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого никогда уже не случится. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Я повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика. Вдруг передо мной засиял грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел обшарпанный металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый склад, оставленный здесь не случайно. Батарейки, сигнальные ракеты, патроны. Запасы необходимые, чтобы пережить очень темную ночь. Приготовленные кем-то, кто знал то, что знал я. И даже больше. Да блин, охренеть тут. Охренеть тут. Чё же нельзя было в один текст, что ли, это все вкинуть? Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Агент Найтингейл не хотел торчать в Брайт Фоллс. Брайт Фоллс? Мультик, по-моему, такой был. Брайт Фоллс.
Маленькие городки вызывали у него отвращение, ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа. Писателя следовало поймать любой ценой. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Не единожды Элис пыталась объяснить мне, каково это бояться темноты. Для нее темнота была не просто отсутствием света, но чем-то куда более осязаемым. Ее можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее собственным разумом, злым и враждебным. Для Элис все привычные вещи, когда их накрывала темнота, превращались в нечто иное, чужое. И не было больше ничего безвредного или безопасного. Только сейчас я по-настоящему понял, что она имела в виду. Такой типа, ну что, говорит, свет-то погасим. Не. Говорит, станешь мне чужой. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Этой ночью одна отчаянная ситуация сменяла другую. Я был измотан, и все тело болело. Фонарик стал тяжелым. Взводя курок, я чувствовал, как в руку отдается боль. Но мне наконец-то удалось выбраться из леса, и дела вроде бы налаживались. Именно в этот момент я услышал бензопилу. Рум-рум-рум. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Будто без разрешения переменились каналы. Когда Барри увидел, как тьма напала на туристический центр, он поверил. Люди, которых Ал, по его словам, пристрелил, это были не просто выжившие из ума местные. Мир каким-то образом переменился, будто без предупреждения переключили канал. Ты думал, что смотришь комедийный сериал, а на самом деле шел фильм ужасов. Когда птицы напали на вертолет, Барри не удивился, а просто испугался. Такой, да ну нахрен. Барри, говорит, не удивился. Такой, раз в день такое наблюдаю. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Команда агентов ФБР приказывала не двигаться. Я подумал, не стоит ли сдаться. Все равно мне ничего не получалось. А это была возможность переложить дело на кого-то другого. Но почему-то показалось, что так нельзя. Считайте это инстинктом. Его поза, манера держать пистолет, он не мог быть другом. Я бросился к дыре в заборе и нырнул в темноту. В моих ушах гремели выстрелы. Нет, просто слишком сильно головой приложился об стену. Это были не выстрелы. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Роуз знала, что Расси был влюблен в нее, и он нравился девушке, очень нравился. Он научил ее танцевать, а жизнь давно уже показала ей, чего стоит нежный и мягкий мужчина.
Расти хорошо к ней относился, развлекал ее и поднимал настроение. Но он не был принцем ее мечты, и это подтверждало невыносимую истину. Роуз была так же далека от голливудской сказки, как и ее поклонник. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Кажется, никто в Брайт Фоллс не знал, куда подевался Ал. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Ал буквально провалился сквозь землю после того, как вышел из закусочной. Роуз была поклонницей писателя из того разряда, который Ал просто ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была сообразительна, хорошо знала, что происходит в городке, знала много об Але и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилась, и это было неудивительно. Когда речь шла о женщинах, Барри и Ал редко сходились во взглядах. Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on, something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair-trigger rage flaring up without warning. Тару не волновали угрозы судебного преследования, которые сулил агент Уэйка. Она дала Уэйку уйти без разговоров, потому что в нем было нечто, не подвластное ее контролю. Нечто, напомнившее ей об отце. Сара не думала, что Уэйк мог навредить жене. А потом она вспомнила, как тот набросился на Хартмана, охваченный внезапной яростью. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. На лесосеке творилось невесть что. Модульный офис столкнули с утеса. Возбужденный помощник Торнтон выбрался из развалины, тяжело дыша от усилий. Никого нет, странно. Ты не думаешь, что это странно? Скучающий Маллиган громко фыркнул. Черт побери, это всегда странно, Тортон. Просто надо понять, какая именно странность состряслась на сей раз. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Когда я бежал через лес, тени зашевелились и поднялся ветер. Я чувствовал, как темная сущность обращает на меня свой взгляд. Затем лунный свет заслонили черные тени, которые неистово мчались по земле чересчур быстро для обычных теней. Тьма сгущалась между деревьями и вновь рассеивалась, открывая взгляду одержимых. Никакая естественная тропа не могла привести их сюда. There was no misunderstanding. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed, but there was no cabin and no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I had to get her back. I couldn't face life without her. Не было никакого недоразумения. Озеро Колдрон находилось именно там, где жили мы с Элис. Вот только не было ни дома, ни самого острова. Куда-то делась целая неделя моей жизни. Что со мной произошло? Что произошло с Элис? Я должен был ее вернуть. Я не смогу жить без нее. Блин, вообще это все? Как будто бы Silent Hill 2. Только я не проходил Silent Hill 2. Ведьма, блин, напоила нас непонятным кофеем.
I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you. А баночку, кстати, лимонада я же скинул вниз. Especially glad I'm here talking to you and not. Хрень ли она тут делает? Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know, I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny, Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just alone here at the window, waiting, man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure? Погодка, говорит, просто чума. Ни хрена себя опрокинул. А баночку с лимонадом все-таки на ступеньки они вернули. Я подозреваю, игровой мир, он как бы перезагружается и забывает про то, что было сделано до этого. То есть не регистрирует этих моментов. Поэтому сброшенная банка, как бы она появилась на прошлом месяце. Такой, не, нифига, меня никто не скидывал. Пошел ты нахрен. Блин, этот мужик мне уже не нравится. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Какой бедняжка? FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slane. А что-то я не понял. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on him. Get after him. Don't let him get away. Move it. И что, и они реально, если увидят, то... Ух ты! То есть реально стреляют. Козлы. Run, Forest, run. You hear me? Are you there? Run, bitch. Ну, если что, это из Far Cry 3.
Но вообще даже Shift не нажимал, так что это сложно назвать бегом. Мастерский уход от... О. Damn, son, where you find that? Блин. Надо ускориться, я понял. Он самостоятельный, где внимательный. Да блин. О, я вижу блестяшку. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мне не нравится. Воу. Да мне похрену там вот это письмо. Перебежать назад. Быканула полицейская машина, видели? На нах. Блин, я убежал, надо было поставить послушать радиоэфира. Ни хрена там он люстру аж свернула. К фигам. Красиво. Как в кино. На такое шоу, наверное, еще и билеты продают. Будьте внимательны. Блин, это чем-то напоминает этот. Crysis. Первый. Когда там тоже типа бежишь. Номад! Номад! Где ты, Номад? Номад! Когда их там типа месить начинают. Пророк! Ты где, пророк? Оно унесло Номада! Или там был шут, я уже не помню. Их имен я, к сожалению, уже не помню. Ага. Типа подразнили такие. Вот-вот-вот. Тут у нас свет. Sheriff is out. Опа. Блин, прикольно.
Мне показалось, ли он стреляет? Смотрел фильм «Птицы»? Держи ворон. Там какая-то вывеска вдалеке светится. Нормально, нормально. А, то есть все, прилетел. Да насрать, он, по-моему, стрелял по мне, так что нормально. Мы не были с ним знакомы, так что насрать. Блин, это реально чем-то напоминает Ларку 2013. То есть тоже тут это... А, нет. Я подумал, сейчас придется тут куда-то передвигаться туда. Что-то бахнуло. Ну, то есть, в целом, ничего удивительного. Только что вот вертушка прилетела, и там заправка. Нету ни хрена, да? I could see the lights at the radio station in the distance. Радиостанции. Ну, допустим. Просто бы взял, лег и уснул. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Так, я не туда бегу. У меня вообще такое чувство, что я уже немного сплю. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Без света мне не пройти. Что за хрень?
Блин, вы серьезно? Вы даже не смогли наложить искры на провод? Просто рядом наложили? За нахрен? Нахрена так делать? А, нифига себе. Ну реально искры, блин, даже не на провод поставили. Просто рядом. Молодцы, хрен ли. А, точка достигнута. Так, ладно, пожалуй, на этом закончим. В принципе, получается такой типа 20 минут в начале чтения, потом чуть-чуть брождения. Не рассчитал силы, думал поиграем, но нет, я сегодня и вчера, и сегодня с утра, потому что сегодня к стоматологу опять ходил. Так что на этом, пожалуй, сегодня закончим. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, понравилось. Если не понравилось, что поделать. Пока-пока.